Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим мясную закуску на праздничный новогодний стол. Будет она в форме розочек, а тесто будет необычное, заварное, песочное. Для теста нам понадобится просеять в миску 400 грамм муки, добавить пол чайной ложки соли, чайную ложку разрыхлителя, все перемешать. В ковшик налить по 160 мл растительное масло и вода, довести все до кипения и вылить кипящую смесь в муку. Сначала ложкой замешиваем тесто, потому что оно очень горячее, а потом уже рукой замешиваем тесто. Пошаговый рецепт и в граммах и в стаканах вы сможете прочитать в описании под видео. Посмотрите, какое тесто у нас получилось. Оно мягкое и не липнет к рукам. Накрываем его полотенцем, даем ему отдохнуть 15 минут. А пока приготовим начинку. Нам нужно среднюю луковицу измельчить. Можно это сделать при помощи терки. Я это делаю при помощи блендера. Туда же в блендер добавляем несколько веточек петрушки и все измельчаем. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. У меня говяжий фарш 300 граммов. Можно взять любой фарш. Выкладываем туда измельченный лук и петрушку, специи. По пол чайной ложки черный перец, молотая зира и по чайной ложке соль и сладкая красная паприка. Все вымешиваем тщательно. Можно даже немножко отбить нашу мясную массу. И делим мясную массу на 12 частей. У нас будет 12 розочек. Из каждой части раскатываем тоненькую колбаску. У нас должно получиться 12 тоненьких колбасок. Также нам нужно подготовить форму. У меня форма на 12 кексов. Каждая розочка будет печься в углублении для кексика. Нужно смазать и дно, и бока каждого углубления растительным маслом. Все у нас подготовлено. Тесто отдохнуло, делю его на две части для удобства. Каждую часть раскатываем в тонкий пласт. Рабочую поверхность я не подпыляю мукой. Тесто очень приятное в работе. Оно не липнет ни к скалке, ни к коврику. Раскатать нужно как можно тоньше. Вы видите, оно почти прозрачное. Видны круги, нарисованные на коврике. И вырубкой диаметром 7 сантиметров вырезаем кружочки. Нам нужно вырезать 48 кружочков. У нас будет 12 розочек. На каждую розочку идет по 4 кружочка. Обрезки не выкидываем, их тоже раскатываем. Это количество теста ровно на 48 кружочков диаметром 7 сантиметров. Внахлёст в одну линеечку выкладываем 4 кружочка. На центр кружочков выкладываем тонкую мясную колбаску, сворачиваем все пополам и скручиваем в рулетик. Посмотрите, какая симпатичная розочка у нас получилась. И выкладываем в кексовую формочку. Посмотрите еще раз. 4 кружочка внахлёст выкладываем в одну линейку. На центр выкладываем тонкую мясную колбаску. Сворачиваем пополам и скручиваем рулетик. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Будем печь наши розочки до румяности 30-35 минут. В моей духовке розочки до румяности пеклись 35 минут. Посмотрите, какие они получаются симпатичные. Даем им 10 минут постоять в формочке, потом проводим ножом по бортикам, чтобы легче их было достать, и выкладываем на решетку. Посмотрите, посмотрите, какие красивые. Праздничный стол должен быть не только вкусным, но и красивым. Ну, сейчас попробуем нашу мясную розочку. Друзья мои, это очень вкусно. Внутри они мягкие, сочные, а снаружи они хрустящие. Приготовьте, и пусть ваши новогодние праздники будут мирными, здоровыми, веселыми и вкусными.